Приветствую вас в мастерской фабрики Ротека. Сегодня мы рассмотрим прямую технику плетения нашей новой интерьерной ленты. Зимой мы разработали новую интерьерную ленту, по которой я уже показывала косую технику плетения. Рогожка она называется. На сайте так и забиваете рогожки. Сегодня мы плести будем из рогожки песочного цвета. Ленты нам нужно будет, максимум килограмм. Резать мы ее будем на небольшие отрезки для того, чтобы сделать нам небольшую корзинку. Мастер-класс будет просто техничный. Я вам покажу, как можно ее складывать в прямые плетения. Для того, чтобы сплести корзину, нам нужно будет помимо ленты еще инструмент. Инструмент нам нужен будет бокорезы, которыми мы будем резать ленту, лопатка, которую мы будем просовывать, когда будут труднодоступные места. Также нам нужны будут плоскогубцы. И вот такие небольшие зажимы, которые используют чаще всего в электрике. Можно использовать обычные скрепки, прищепки. Всем этим можно пользоваться, но у всего этого широкие носики. А так как у нас лента шириной всего 12 миллиметров, нам нужно узкий носик и хороший зажим для того, чтобы держать рисунок. Помимо этого нам нужны будут обязательно перчатки, бережем наши ручки, заботимся о нашем здоровье, одеваем перчатки и все, идем плести. По количеству ленты здесь все зависит от того, какого размера изделия вам нужно. Мы сегодня будем делать небольшую корзинку, поэтому будем отрезать ленты по полметра. Нам нужно 20 лент по полметра. Режем их по косой. Для того, чтобы когда потом будем возвращаться в обратное плетение, нам было удобно их засовывать. Вообще в использовании любой ленты, когда вам нужно плести, вы понимаете, что у вас будут сложные моменты в плане плотного очень плетения, лучше резать по косой, для того, чтобы потом было удобнее засовывать их в то место, в которое вы запланировали засунуть. Все, режем 20 лент. Отрезали мы 20 лент. Количество лент зависит от размера вашего изделия. Чем больше вы хотите сделать изделие, тем большее количество лент вам нужно. Мы разделили их на 10 и 10. У нас 10 будет идти так, и 10 идти так. Складываем мы коврик. Коврик складываем в противошаг. Нам нужна основа изделия. Основа изделия будет квадратная. Так же, как при косом плетении, в прямом плетении можно использовать квадратную основу, но можно использовать и прямоугольную. Вот когда мы косое плетение делаем, нам обязательно нужно начинать с квадрата. Здесь мы можем начинать с прямоугольника. Мы можем сделать поперек 8, например, вдоль 6. Но сейчас мы сделаем квадратные по классике для того, чтобы я вам показала все техники. Вот, получается, видите, мы сделали через один. Следующий ряд мы сделаем в противошаг. Мы берем ту, которая у нас была снизу, делаем ее сверху. Какая была сверху, делаем ее снизу. У нашей ленты нет лица и изнанки, поэтому неважно, какой стороной вы будете закладывать. Если у ленты есть изнаночная и лицевая часть, вы должны понимать, что вот эта часть, которая у вас здесь, она будет у вас в изнанке. И поэтому лицо мы выкладываем вот сюда, в эту часть, потому что она у нас будет возвращаться и возвращаться назад. Изделие у нас будет плотное. Вот эта лента очень хороша тем, что она мягкая. Не переживайте, что будет мягкое изделие, потому что в этих техниках всегда используется обратное плетение. Нам нужно выплести основной рисунок и потом в обратную сторону этой же лентой вернуться. И поэтому при расчете ленты на изделие вам нужно будет обязательно брать две длины. Для того, чтобы вам хватило ленты, у вас в конечном итоге те ленты, которые здесь начинались, вот здесь же они и закончатся, только с другой стороны. Сейчас мы полностью соберем коврик. Зажимы нам нужны для того, чтобы фиксировать рисунок, чтобы он у нас был плотный и не убегал. Мы выравниваем все по центру. Делаем зажим с этой стороны. Делаем зажим с этой стороны.
Смотрите, коврик я собрала. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 здесь. И 10 также здесь получился ровный квадрат. Для того, чтобы дальше продолжать плетение, нам нужно этот квадрат, наш рисунок уплотнить. Лозы должны лежать близко, хорошо. За счет того, что лента очень мягкая и эластичная, лозы складываются как береста, одна к одной. Если вы попробуете мебельной лентой делать то же самое, у вас получится, но получится он не совсем ровный он будет. Здесь будут небольшие расстояния, потому что лента не будет хотеть сложиться в тот рисунок, который вы хотите. У нее будет сопротивление, у нее, потому что у ленты помимо ширины еще есть плотность, которая сопротивляется, когда вы хотите укладывать плотный рисунок. Вот смотрите, я уложила плотный рисунок, зажимчики мои фиксируют. Теперь нам нужно каждую ленту просто загнуть вверх, потому что у нас будет плетение вверх. Я забыла еще про один очень важный инструмент, который я использую для плетения прутка и плетения ленты. Это вот такие плоскогубцы с пластиковыми носиками. Они не... можно загнуть хорошо ленту и не царапать при этом ленту. Я делаю вот так чаще всего. Я загибаю ровненько. Можно, конечно, и пальцами обойтись, но когда вот пруток, например, вы гнете, очень хорошо получается. Он держит, фиксирует. Вот, и так с каждой стороны нужно. Все загнула. Видите, у нас получается уже такая, как коробочка квадратная. Мы можем, в принципе, лозами поднимать высоту такую, какую мы хотим. Но у нас здесь есть момент того, что вот эта лоза, она должна у нас будет вернуться, обернуться и встретиться с такой же лозой с этой стороны. Поэтому у нас сегодня будет небольшой такой лоточек. Я так думаю, что мы ряда 4 поднимем. Длину лозы нужно будет отмерить по фактической длине. Вот смотрите, нам нужно будет, чтобы оно прошло так, 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 так. И чуть-чуть вернулось. Здесь мы 2 длины не делаем. Немножко длиннее. Получается, вот такой длины нам нужна лоза. Тоже получается по метру. Делаем вывод, если мы делаем на коврик лозы по метру, значит и боковые лозы у нас выходят где-то по метру. Это расстояние будет у вас у каждого индивидуальное, все зависит от размера вашего изделия, которое вы запланируете. Также, если оно будет не квадратное, а прямоугольное, принцип тот же самый. Вы замеряете все 4 стороны и добавляете сантиметров 5-7, максимум 10. Для того, чтобы была фиксация. Мы их просто соединим и в накладочку закроем, можно так сказать. Если хотите, их можно будет припаять. Но, в принципе, по сути, само плетение, вот, у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 лоз. Теперь что мы делаем? Мы берем, если у нас здесь, видите, лоза сверху, это лоза снизу. Значит, заводим снизу. И следующее идем в противошаг. Теперь мы выкладывали ровный противошаг. Теперь мы просто поднимаем вверх. Противошаг. И кончик мы закрепим прищепкой. Поэтому прищепок нам нужно не 4, вообще как минимум 10 штук нам нужно для того, чтобы выплести такую корзинку. Для того, чтобы фиксировать каждый ряд. Каждый следующий ряд будет фиксировать предыдущий, но для того, чтобы зафиксировать ряд и он держал форму, его нужно будет зацепить. И потом, когда мы пойдем уже в обратное плетение, мы еще раз зафиксируем и закрепим, и у нас корзинка будет очень прочная, потому что она будет закреплена, она будет сама себя фиксировать, можно так сказать. Прищепки мы не убираем, прищепки мы оставляем, потому что если мы можем их убрать, но тогда у нас коврик начнет разъезжаться и форма не будет правильной. Вот, смотрите, видите, у меня я нигде не нарушила рисунок, и поэтому противошаг пришел вверх-вниз. Если у вас нарушился шаг, это значит, вы где-то ошиблись.
нужно смотреть, где вы ошиблись. Противошаг должен быть везде. Кончики стараемся прятать за стойкой. Вот здесь у нас внутренний слой. Вот так закроется стойкой. Мы берем и фиксируем. Заложила я третий ряд. Видите, каждый ряд у меня зафиксирован прищепками. Отрезала 5 лоз, но судя по длине вот этих лоз, мне 5 не надо. Мне вот этих 3 высоты хватит, иначе мне не хватит ленты для того, чтобы вернуться назад. Вот, видите, у нас донышко. Оно тоже зафиксировано еще до сих пор. Следующий этап. Мы подтягиваем лозу и возвращаем ее в обратное положение. Вот сюда. Возвращаем в противошаг, но так как нам нужно здесь зафиксировать, мы пока делаем вот такой противошаг через одну, для того, чтобы нам зафиксировать лозы. Смотрите, в процессе затяжки у нас образовалась, видите, такая как волна. Это значит, что нам нужно немножко подзатянуть вот эти лозы. Они у нас же не зафиксированы. И мы их смотрим и подтягиваем. Сейчас снимаем все наши прищепки. Они нам уже не нужны. Они нам только создают дискомфорт в плетении. Для того, чтобы корзинка была ровненькая, мы можем взять, опять же, наши эти плоскогубчики на этом этапе и выровнять все бока. Сделать их квадратными. Должно вернуться назад. Вот здесь у нас получились очень большие. Мы берем еще одну лозу и ею проплетаем еще один ряд. Сверху у нас получится 2 ряда. Для того, чтобы... Мы, конечно, можем и внутрь завернуть, но это будет, во-первых, сложнее. Во-вторых, нам сверху нужна дополнительная жесткость и фиксация. Для того, чтобы у нас краешек был пожестче. Мы здесь можем даже использовать альтернативный материал. Например, пруток, нитку, полутрубку. Для того, чтобы создать такой объемный кантик. В таких плетениях крайне редко используют косички, но мы можем создавать кантики и узоры за счет комбинации нескольких материалов. Я всегда говорю, что правил не существует, и нужно использовать разные материалы, которые вам нравятся, которые у вас есть и которые вас вдохновляют. Все, вот видите, мы идем в обратку. Вот, опять же, в противошаг, и у нас здесь сверху появляется такой бортик. Эти тоже мы можем уже убрать. Хвостики все прячем, прячем так, чтобы у нас не торчали концы. Видите, хвост торчит, нам нужно его спрятать. Прячем его под... Бокорезы затупились, надо Колю попросить, чтобы наточил. Смотрите наш ролик по бокорезам, очень интересный. Смотрите, донышко. Нам нужно сформировать донышко и спрятать все концы. Концов у нас получилось много. Я сейчас покажу на примере одного. Потом дальше буду просто их заправлять. Я просто иду навстречу концу. Конец к концу. Где у меня не получается. Видите, наискосок мы резали. Я сейчас покажу, что будет, если мы отрежем прямо. Вот смотрите, когда мы прямо отрезаем, нам очень сложно просовывать. Видите, он сопротивляется. Но когда мы заканчиваем, вот здесь иду навстречу, самый последний раз нам нужно сделать будет по прямой, для того, чтобы у нас не вылазил хвостик. Вот мы отмерили, отрезали, спрятали. И второй также в накладочку, получается, мы отрезаем и прячем. Здесь по косой, если будет, оно, конечно, можно и по косой, но по косой может хвостик у нас торчать. Все, теперь мы прячем вот так все лозы, и потом прячем вот так все лозы. И у нас получится такое четверное даже донышко, очень крепкое и надежное.
вот я спрятала все кончики, у меня остались последние 2. Приходят они друг к дружке. У нас получилось вот такое, смотрите, очень плотное плетение. С ним ничего не будет, даже при деформации. Мы его... Вот эти хвостики, смотрите, которые могут вылазить, мы можем немного припаять. Прям внутри взять и припаять. Ленту вы можете найти по ссылке снизу. На сайте у нас фабрики Ротека раздел интерьерная лента. Это расцветка рогожка. Рогожка вся идет двухцветная. Подписывайтесь на наш канал и плетите с нами.